Здорово, народ, меня Бенди зовут, и в этом видео мы разберем токен LDO, почему он будет стоить очень дорого на этом альтсезоне, разберем разные метрики и почему я его накапливаю. Заранее поставьте видосику лайк, он бесплатный, спустись вниз, поставь лайк, мне будет очень приятно. Подпишись, если ты тут новенький, не подписан, мне тоже будет очень приятно, делись видео с друзьями, а мы погнали! Первым делом, с чего мы начнем, это посмотрим на график данной монеты. LDO торгуется на всех топовых биржах, в том числе Binance и разных других биржах. Это как бы бесполезно смотреть. И у нас график ходит в накоплении. Это вот самое интересное, почему я накапливаю данный токен, потому что он еще даже не показал свой потенциал. Вот он вышел буквально в 2021 году, в конце 2021 года, и все это время он находился в накоплении в одном рендже. Поэтому лично я данный токен накапливаю. Очень красиво выглядит картина, и цели по данному альткоину мы разберем чуть попозже, поэтому смотрите видос до конца. Давайте перейдем к метрикам. График мы посмотрели, что он находится в накоплении, плюс у нас здесь повышенные объемы, то есть вы видели, какие были здесь объемы, никакие, а тут у нас повышенные объемы, то есть тут очень повышенный интерес со стороны крупного капитала на данную монету, и при этом монета не растет. Значит, что? Они накапливают позицию. Погнали к метрикам. Одна из самых правдивых метрик — это то, сколько денег лежит в протоколе. Токен у нас находится на эфириуме, мы переходим на DeFi Lama, нажимаем Chains, эфириум у нас находится на первом месте, соответственно, по TVL, потому что там самое большое количество денег среди всех криптовалют лежит. 46 миллиардов долларов. Практически 47 миллиардов долларов лежит в эфириуме. Для сравнения, на втором месте идет только Solana с 7 миллиардами, то есть разница огроменная. Заходим в эфириум и смотрим, какой протокол занимает первое место по TVL. Те, кто не знает, что такое TVL, это заблокированная стоимость, это то, сколько денег лежит в проекте, то есть в стейкингах, в разных лендингах, протоколах. Вот люди заносят деньги, и эти деньги учитываются вот здесь вот. И они у нас отображаются, вот 47 миллиардов долларов лежит в эфириуме. Смотрите, и на первом месте у нас находится протокол LIDA, то есть токен LDO, это токен протокола LIDA. На втором месте у нас находится Aave. В LIDA лежит 15 миллиардов долларов. Вы просто вдумайтесь в эти цифры. 15 миллиардов. В одной Solana, в всей экосистеме Solana лежит 7 миллиардов. Тут в одном протоколе лежит 15 миллиардов долларов. Просто жесть. И это одна из самых трушных метрик, которая показывает, что данным протоколом пользуются и то, что он востребован. И при этом TVL с годами растет. Да, у нас сейчас коррекция, потому что коррекции по эфириуму, по всему рынку, но в целом TVL растет, то есть денег в экосистеме становится больше. На пиках, посмотрите, было 38 миллиардов. 38 миллиардов. Здесь вот был пик 40 миллиардов. Просто огроменные бабки лежат в одном протоколе на эфириуме. Поэтому этот протокол будет жить, и он будет дальше развиваться, и вероятнее всего токен будет вместе с ним расти. Следующая метрика — это Twitter, потому что в основном все эти проекты сидят в Твиттере, все криптоны сидят в Твиттере, поэтому можно оценить Twitter. У них есть просмотры, у них есть партнерства какие-то новые. Да, активность не прям вау, то есть по 5 комментариев, немного лайков собирают посты, но в целом кто-то смотрит по 10 тысяч, по 8 тысяч просмотров. В принципе, такое всегда происходит, когда токен находится на дне, им никто не интересуется, все интересуются тогда, когда он выстрелил, когда он уже стоит очень дорого, и все начинают его покупать. Хотя наоборот нужно делать, нужно покупать на дне, а продавать на хаях. Но люди любят покупать на хаях и продавать на дне. Такая вот человеческая психология. Twitter Score показывает отметку 409, это очень хороший показатель, значит, что на него подписаны топовые люди из мира криптовалют. Видите, у этих людей по 1000 Twitter Score, значит, что у них очень прокачанные профиля в Твиттере. Это реально, это не какие-то боты, это люди, которые занимаются криптой, разработчики, основатели каких-то проектов и многое другое, и они подписаны на LIDA. Много подписчиков в Tier 1 фондов, Coinbase, A16Z, Paradigm, разные другие фонды, поэтому за твиттером данного проекта следят очень значимые люди. Перейдя на крипторанг, мы видим, что капитализация проекта чуть менее 700 миллионов долларов. И давайте зайдем в исторические данные, посмотрим на объемы на данном токене. Объемы держатся очень неплохие такие: 33 миллиона, 44, 49, 99, 118, 72. То есть данный токен активно так торгуется, и вероятнее всего киты накапливают позицию, потому что токен находится на дне. Никто на дне не собирается из крупного капитала продавать. Поэтому объемы держатся хорошие, для такой капитализации очень даже ничего. И давайте еще посмотрим фандрайзинг, то есть кто проинвестировал в данный проект. Заходим сюда и видим, что тут у нас Tier 1 фонды, это Andreessen Horowitz, Paradigm, Coinbase, Dragonfly, Multicoin, Delphi Ventures и разные другие фонды поверили в данный проект LIDA и проинвестировали всего 145 миллионов долларов в токен LDO. Но последняя, одна из самых точных метрик на сегодня, то есть мы видели, сколько денег в проекте, это 15 миллиардов долларов. И теперь мы посмотрим, что делают топовые кошельки. Вот, топовые кошельки 83% токенов удерживают на своих балансах. Топ-100 кошельков данного токена держит 83% токенов. И с течением года этот процент практически не меняется, то есть на одном месте он стоит. То есть крупные кошельки они не продают, они держат свои позиции, и они держат их не просто так, не для того, чтобы слить еще ниже токен, а для того, чтобы распродаться на совсем других ценовых значениях. Поэтому топ-100 кошельки держат, количество холдеров прирастает, и это очень хороший показатель для дальнейшего роста токена LDO. Также, как вы знаете, а может не знаете, на эфириум активно подаются заявки на стейкинг. То есть у нас есть ETF на эфириум, эфириум торгуется на фондовой бирже, как и биткоин.
но у нас нету стейкинга ETF. Когда одобрят стейкинг, вот этот LIDA протокол, это именно протокол стейкинга на эфириуме. Когда одобрят стейкинг ETF, люди, которые покупают эфириум на фондовой бирже, они смогут его стейкать и получать доходность. Ну, на фонде называется дивиденды, у нас в крипте это стейкинг, там проценты со стейкинга называется. И когда это все одобрят, вы прикиньте, стейкинг на ETF, на эфириум, который торгуется на фондовой бирже, самый крупный протокол стейкинга на эфириум, что будет с ним? Просто такой риторический вопрос. Если одобрят стейкинг на эфириум ETF, что будет с главным протоколом стейкинга на эфириуме? Вопрос очень хороший, на подумать вам, как говорится. А мои цели по данному токену вы видите на экране. Как минимум с текущих это дойти до прошлых пиков, это $4. Следующая отметка это $7. Потом у нас идет 10 и еще одна цель это $12. Я вполне верю, что токен может достигнуть $12. Если он с текущих вырастет до $10, это уже 1281% роста. Если он вырастет до $12, это 1553% роста. Огромные иксы по данной монете. Как видите, объемы дикие. Токен накапливается, только что видели по кошелькам. TVL, то есть количество денег в проекте, постоянно растет. И это все нам говорит о том, что проект живой, он развивается, крупный капитал его накапливает. И лично я тоже покупаю данную монету. Я ее начал набирать вот здесь вот, начиная с $2. Здесь вот начал набирать на этом вот коррекции. И буду продолжать ее набирать, пока находится в зоне накопления. Потому что из этой зоны накопления она может выйти даже очень высоко. Даже может сюда куда-нибудь долететь. Но опять же, я поставил такие консервативные цели. 1500% роста мне будет вполне достаточно. Кто-то хочет больше, пожалуйста, держите больше. На $4 можно, в принципе, забрать тело. То есть после роста с текущих можно забрать вложенный и дальше держать токен на перехай. Поэтому токен LDO это мой фаворит из альткоинов, который будет на альт-сезоне при одобренном стейкинге на эфириум ETF, а его рано или поздно одобрят в любом случае. Потому что когда BlackRock подает заявку на ETF, эту заявку одобряют с 99% вероятностью. Как вы знаете, у BlackRock есть только одно отклонение по заявке ETF, все остальные приняли. Поэтому стейкинг на эфириум примут, LDO просто улетит в космос. Я накаплю данную монету. Интересно почитать в комментариях, держите ли вы токен LDO. Если держите, напишите. Если нет, то почему вы его еще до сих пор не купили? Это очень хороший вопрос. Тоже напишите, будет интересно почитать. Напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал, который называется Bendy Gang. Там выходит полезная, бесплатная информация про индекс доллара. Вот сегодня рассказывал, что такое индекс доллара, как он влияет на криптовалюту. Поэтому подписывайтесь, чтобы получать топовую информацию из мира криптовалют, новости, трейды и мои мысли по рынку. Также у меня есть закрытое сообщество, которое называется криптобазы, и почему-то стоит вступить. Во-первых, там находится огромная база платных курсов. То есть здесь находятся курсы от топовых трейдеров, которые стоят десятки тысяч долларов. Вот эти все курсы, посмотрите, это все платные курсы, и они находятся здесь. Также у нас есть сливы с приватных сообществ, то есть вы будете получать информацию с других приватных сообществ, это тоже все сюда сливается. Есть вкладочка образования, где публикуются полезные статьи по теме криптовалют и видосы. Также вкладочка спот трейдинг, туда даются мемчики. Вкладочка инвестиции, где я делюсь тем, что я покупаю своим портфелем, все мои действия в рынке, все тут отображается. Есть обучение DEX торговли мемкоинами, если вы не умеете торговать мемкоинами, можно перейти сюда и научиться торговать мемкоинами. Вкладочка курс по трейдингу, там публикуются полезные статьи и видео по трейдингу. Есть чатик, где мы с ребятами общаемся, поэтому те, кто хотят зарабатывать в мире криптовалют, обязательно вступайте в криптобазу по ссылочке в описании. Ну что, вот такое вот полезное видео получилось про токен LDO. Пишите ваше мнение в комментариях, держите ли вы этот токен, почему вы не покупаете или почему покупаете. Мне будет интересно почитать. Смотрите другие полезные видео на моем канале. Очень много классного контента. Вот есть, кстати, топ-5 альткоинов. Там, кстати, тоже есть LDO. Есть другие альткоины, которые я накапливаю. И смотрите другие мои прошлые видео. Реально полезного контента просто куча, море. Изучайте. Все для вас. Есть вкладочка плейлисты. Там находятся полезные видео для новичков. Поэтому изучайте, обучайте криптовалюте и зарабатывайте вместе с нами. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!